Друзья, добро пожаловать в Непал, точнее пригород Катманду, автобусная станция. Именно отсюда начнется наше путешествие. Сколько он человек знает, вот, кто вот, в ближайших деревнях продали почку? Ехать нам в сторону Китая, границы. Расстояние почти 100 километров. Я сейчас просто... Водитель встает, берет рюкзак и уходит. Вот. Он просто встал и ушел из-за руля, с рюкзака. Остановился, куда-то выбежал. В общем, принцип такой же, как и в Бангладеше, в Индии. Тут ехать не так далеко, но каждые 20 метров мы останавливаемся, кого-то берем. Нас отсюда вообще начали выгонять с первых мест. Типа здесь сидят привилегированные. То есть впереди сидишь, сумма больше, позади сидишь, сумма меньше. Если на кого-то себе на колени посадишь, подешевле будет. Ну, естественно, стоя дешевле. Мне сейчас неудобно было, рядом вот сидит девчонка с ребенком, и ей пришлось ребенка взять на руки. Там чувак с 3 рюкзаками, с какими-то головами сел, то есть он их зажал там, блин, я уже хотел, мысль возникла оплатить за вот это место, чтобы ребенок спокойно сел. Ну, жалко как-то стало. То есть тут такая фишка, ты можешь встать и уйти, короче, если тебя не устраивает место, и получается водителю всех уговаривать. Но все-таки девчонка это оплатила сама, место для ребенка, поэтому они сидят сейчас вдвоем. Как я говорил ранее, зарплаты здесь небольшие, поэтому тяжеловато народу жить. Наконец-то мы закончили свою поездку на автобусе, потому что где-то 1,5 часа без остановки играла, как мне показалось, одна песня. То есть это вот что-то такое медленное. Женщина поет мужчина, женщина поет мужчина. Уже в конце автобус начал забиваться с такой силой. То есть сначала вроде выезжали, из города были пустые. В конце поднабились. Сейчас вот встретили людей, завязали с ними разговор, пересели теперь в другую маршрутку и двигаемся дальше. В общем, пока все прекрасно. Эта местность богата мандаринами. Сейчас как раз самый сезон. Они очень сладкие, но, как мне показалось, мелковатые, и из минусов много косточек и тяжело отрывается шкурка. А так вкусный. В принципе, это единственный сейчас фрукт, именно локальный, у которого сезон. हजुर तपाईसँग एनसेल एनडीसी कुन चाहिँ छ भन्नु त एनडीसी 9848 नेवारे खदाई छिपेकी त हो नि हाम्रो दाइरे घर हाम्रो घर. Сам перевал, он просто отвратительный, потому что всю дорогу идут ремонтные работы, а покрытия асфальтового нету. Это пыль, щебень. Нужно ехать в маске. Ну а теперь коротко о поездке в эту местность. Зачем я сюда приехал? В общем, вот
сейчас буквально 500 метров, как мы проехали военную часть, и начинаем уже спускаться. В военной части в этой готовят миротворцев для ООН. Но они нас не особо интересуют. Дальше начинаются деревни, в которых люди, почти в каждой семье есть человек, а может быть и два, которые продали свои почки. Население очень бедное, поэтому единственный выход — продать свой орган. Кто-то обманным путем продал. То есть людям обещали из-за того, что они безграмотные, что у вас вырастет новая почка. Но эта тема здесь сильно замусолена, она не нравится людям, поэтому надо быть тактичным. Мне сразу сказали, здесь не любят эту тему поднимать. Но вот сейчас даже водитель маршрутки рассказывают, да, действительно, даже девушки продавали почки, не только мужчины. Сначала, конечно, они все в недоумении были, то есть, зачем мне эта информация? Вместо того, чтобы приехать любоваться Гималаями, человек интересуется непонятными вещами. Постоянно приходится выкручиваться. Сейчас наша задача найти отель, где приземлиться. Дальше уже найти людей. Естественно, на контакт просто так никто не идет. Придется все это поощрять бумажками. Иначе информацию так не получить никакую. Одну почку продать здесь стоит 750 баксов. Расспрашиваем водителя. Я боюсь, как бы мы туда не приехали, нас там не приняли местные опера. Может, информация такая. А мы все выше и выше поднимаемся над уровнем моря. Ну, дышится пока еще нормально. Я сейчас еду, на эту тему разговариваю с водителем, и мне реально страшно становится. Об этом здесь разговаривают, как будто яблоко сорвать. То есть результат нищеты. Народ жалко. Здесь воздух очень чистый и чувствуется какой-то эвкалипт витает. Много сосен, елочек. И не так холодно, между прочим. Ветер более-менее теплый. Просто солнце еще припекает. Я думаю, по вечерам здесь очень холодно. Туристов уже не видно здесь. Закончились. Заселились. Очень тихо здесь, очень тихо. То есть туда вот впереди вид с гор. На горы, с обрывы. Есть такая прям тишина, не знаю, такое уединение. Вот тут, наверное, единственный, кто сегодня будет ночевать. Мы сейчас сразу направляемся вниз. Вот этот пацан обещался нам помочь. Он же водитель, он же... В общем... Интересные места здесь, конечно. Природа здесь просто сказочная. Но нас пока не природа интересует, а люди. Всех высадили и остановились возле
вот этого храма, говорят, что здесь раньше были даже человеческие жертвоприношения. Это со слов местных. हरिओम तस्कृत नारायण नमो के भन्छ अरे यसलाई कालिका देवी यता बगिनी नजवाएछ कालिका देवी यसको महिमा बारे अलिकति भनिदिनु त महिमा भन्नाले यसको बारेमा भनिदिनु कालिका देवीको बारेमा कालिका देवी त उता पलाञ्चोक भगवतीको दिदी हो कि यता यस पढ्नु बिस्तारै भन्छु म पलाञ्चोक तक नजवाएसी मेस्ता यस तामतोजी काली बगिनी यस आना सिस्त्रा स्टारसे सिस्त्रा बगिनी अनि यता दिदी मारेर पहिला पूजा गर्नु जे पनि पहिला यतै गर्नु पहिला यता पूजा गरेर पेरबी यस्तो त उही खाँची चाहिँ रितुअल सबेर साथ नाप्रिमेर उही खाँची चाहिँ त्यो त प्रोसित बगिनु यस्तो मिना दबाई यसका दास सिन र दिल्छ दोचका र दिल्छ यस्तो त दिलाए त मुई मोलिम छ कागदा मोलिम छ पेरबी सुधा नादा मलि प्रासित नादा अनि А когда вот человеческие жертвоприношения были? Какие годы вообще? पहिला त्यो मान्छे काटेको मारेको यस्तो कुराहरू भनेको छ त्यो धेरै अगाडि परापूर्व कालमा हो परापूर्व कालमा चाहिँ होला त्यहाँ स्क्यान पलाञ्चोक भगवतीको त्यहाँ पछाडि स्क्यान छ सबैको बारेमा यता कान उता पलाञ्चोक भगवतीको बाहिर फेकमा त्यहाँ स्क्यान छ कि कहाँ यहाँ यताको बारेमा उताको बारेमा त्यहाँ स्क्यान कहाँ लेखेको खोइ स्क्यान उता 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 बहिनीको मन्दिरको बाहिर छ बहिनीको मन्दिर यहीँ नजिकै छ बहिनीको मन्दिर उता पलाञ्चोक भगवती जानु भएन ए पहिला यता आउनु भएको छ राम्रो मैं वचिन खरुसे दे लली पेरवी सुदा प्रिस्ली इशु दुर्गोई यस दा सिस्त्रा मलाचे सिस्त्रा तुदा नादा इछि यसले कति काक हिन्दुइजम दा यी का प्र तपाईँ वापरस यस्तो कागदा दाब्नु вот То есть это прям были реальные? Да, были реально. Все друг друга передали, да, вот так. Пройду я на всякий случай по кругу, по часовой. Мало ли. Мы даваем будем зажигать это свечи и туда богини храме будем молиться, чтобы наши путешествия, мы что хотели сюда в Непале приехать и снимать такие вещи, чтобы гладко пошел путешествие, было очень хорошее препятствие, не было для этого. Сегодня сейчас будем молиться, где верят люди, что ты просишь сюда дадут она. Я посмотрю со стороны, хорошо? Я не буду туда заходить. Ом Бхагавате Намо. Ом Бхагавате Намо. यो माला चाहिँ हाम्रो दादालाई लगाइदिनु नि लगाइदिनु है एउटा दादालाई लगाइदिनु नि त्यो दादालाई त्यस्तै हुन्छ тебе это. Ну и сейчас по традиции бьют в колокол и по часовой. Но я этого не буду делать, я понаблюдаю за всем этим процессом. Всегда слышно, если кто-то пришел на молитву, потому что колокола звенят. Приехали в какой-то районный центр, школа, ну опять же храм. Что-то продают все, какие-то специи. Человек, которого ищем, его нету. Сейчас вот водила договаривается с другими. Здесь это нормальное явление, я так понял. Все говорят, он американец приехал. Я московский американец теперь. Еще один темпл. Коллега просит помощи. Вот она, когда, да, очень какая-то проблема, очень темный будет.
यो मेरो विदेशी हो कि Сейчас она темная или светлая? Нет, रसिया यो अहिले जुन कलर छ त्यो लकडाउनमा यस्तो भयो कालो भएर आएको थियो कालो पुरै त्यो अब सिन्दुरहरू त्यस्तो चलाएको थिएन नि त त्यही बेला कस्तो धेरै कालो थियो नि Тогда мы не использовали это краска такая, да? Это несколько лет назад. Это отдал черный, темный такой цвет. नचलाएको रे देउताको रूप पनि दुईटा हुन्छ कि कहिले हाँसिरहेको हुन्छ कहिले चाहिँ ढुक्काको हुन्छ रूप बेग्लै बेग्लै Она говорит, она иногда смеется, иногда грустно такой видно, говорит. Вот это вот металлическое. Это не металл, это металл? камень. Это камень? Ее камень, да. То есть каменная статуя улыбается иногда. Да. Я даже тебе это так макушки поставить. Богиня мне дала один мандарин. И это не шутки. Нас было 2 человека. Он-то подошел один сюда, коллега. И ему дали сразу 2. То есть знали, как будто, что я есть. Небольшой презент. Получили благословение и дальше в путь. Есть даже семьи, где полностью у всех членов отсутствует по одной почке. Вроде бы был человек, но он куда-то исчез. В общем, деревня-то не особо большая, и слухи уже пошли. Есть специальные люди, местная вот эта мафия, которая контролирует полностью весь процесс от начала до конца. Им, в общем, не нравится, что здесь есть чужаки, которые интересуются этой темой. Поэтому как-то обстановка у нас напряженная. То есть все начало прям резко кардинально меняться за последние 15 минут. Звонки, звонки, звонки без остановки. Зашли в какое-то кафе местное, локальное. Ну тут кафе это, конечно, громко сказано. Просто дошираки готовят, там еще что-то местное. Тоже закусили, перекусить. Люди пока суетятся, ищут. Обещали найти, в общем. Таких людей здесь очень и очень много. Просто все побаиваются, потому что эти люди, скажем так, они всемогущие. Могут и отлупить, и все что угодно сделать за длинный язык. Что несколько телеканалов снимало эту тему давно очень. Естественно, поэтому деревня это гремит на слуху у всех. Ну, всяких вот всемирных организаций. Вид из окна в кафе. Внизу школа находится. Это вот одноэтажное здание. Может быть, до 3 класса. Детишки. Здесь теплее, чем в Катманду, между прочим. Солнце прям хорошо пригревает. Непонятные какие-то растения. Пока сидим, думаем, как выйти из этой ситуации. Я с коллегой пообщался внизу в школе с учителем. Вот, случаев очень много, методов и отъема тоже очень много разных. Все, мне хватит, достаточно. Поэтому терпение и труд все перетрут. Пока перекусывали, подошли другие люди. То есть уже слух пошел, реально пошел. И они говорят, добрый вам совет. Не спрашивайте больше людей. Это все. Делайте молча. То есть найдите потенциальную жертву. То есть у первого попавшегося. Но я-то точно не спрашиваю. Им сказали быть осторожными и бдительными. Сейчас потихонечку будем спускаться вниз, туда, в долину. Ну,
мы слишком выделяемся в толпе, ну, по крайней мере, я. Вот там виднеются дома. Как раз нам нужно туда. Все, можно ехать. Можно ехать спокойно. В общем, после того, как телевидение здесь взяло интервью, вот уже с каждой минутой все больше открывается подробностей. Специально обученные люди теперь контролируют все вот эти теле-видеоматериалы здесь. Кто пытается дать интервью там. То есть эта тема вообще приглушается. Их могут сильно отпустить и выгнать из деревни. На мой вопрос, а куда смотрят силовики, никто никуда не смотрит. То есть здесь очень длинная цепочка. Очень длинная. И здесь не только все связано с почками. Тут вплоть до продажи девушек. Не буду называть страну в какую, сами все прекрасно понимают. Чисто по-соседски. И водила говорит, если мы сейчас начнем задавать в этой деревне вопросы, вы, говорит, уедете, у меня будут большие проблемы. Они придут, меня и забьют. Очень сильно. Ну и это лучшее, что они могут сделать с ним. Остановились возле дома, меня попросили здесь не снимать. Ну, вот так камерой не тыкать в окно. Сейчас ведут диалог. В общем, только пару лет назад здесь появились удобства в этой деревне. В основном много пьяниц, наркомании. Ну, в общем, нищета. Нищета – это имплантация органов, это следствие нищеты. В последнее время этим жестко занялись силовики. Ну, типа, контроль есть. У меня настроение упало, между прочим. Мы сейчас заезжали, там стоит дерево баньян, и чувак сидит, не знаю, под чем-то, наверное, убитый какой-то. Знаете, какой-то апокалипсис здесь. Здесь иностранцам здесь не рады. Остановились возле дома, посадили дедушку. Ну, с понтом мы тут ищем землю. Покупать не я как друг, а местные непальцы ищут землю. И потихонечку эту тему разводим, потому что нужно сюда как-то заехать под каким-то предлогом. И вот сейчас его раскачивает водила, ну, на тему почек. Тут, говорит, много уже очень умерло людей, у кого делали операции. Ну, потому что нагрузка на организм. Мне кажется, дед что-то чухнул, потому что я после наводящих вопросов мы развернули машину и едем обратно. В общем, с этой темой связаны были крупные политические лидеры. В общем, чины, как говорится. И дед тоже сказал, за эту тему жестко здесь наказывают. Мне кажется, уже водитель не рад, что он нас взял. Но он уже, как говорится, сделал шаг. Куда-то едем опять. Понял, что ситуация накаляется, и нас скинул, говорит, идите сами гулять. То мне позвоните, я вас заберу. По поводу этого деда, которого везли, якобы показать землю. То есть пока про землю говорили, все было нормально. Стоило заговорить на эту тему, чуть-чуть проехали, он говорит, все, высадите меня обратно, увезите. Вот та самая деревня. Веселая. Отсюда можно и не выехать, в принципе. Говорят даже, что когда узнают про людей, которые интересуются этой темой, посылают специальных ребятишек, которые могут сильно-сильно поколотить.
Куда идем, пока непонятно. Просто типа гуляем. Поднялись наверх куда-то в гору. Ну тут домов-то и не видно. То есть серпантин такой грунтовый. Может быть сады чьи-то, что-то растет. Какие-то деревья с какими-то ягодами. В общем, данный масштаб, он был непонятен. Ну, когда издалека смотришь все это дело. Уже на месте он, конечно, ощущается очень сильно. Непонятной суеты вот этой всей. Там слышно, как стреляют учения. Ну, как раз вот ту деревеньку мы проезжали, где военный пост был. Военная база, вернее. Там вот постреливают. Но здесь даже вот по деревне идешь, какие-то люди как запуганные, да? То есть люди чего-то страшатся. Все чего-то боятся. Не чего-то, а понятно чего. Ну, и атмосфера. Атмосфера угрюмая. Но горы прекрасные. Так, подошли к дому. Здесь женщины. Так, поздоровались с ними. Это я увидел здесь интересная такая копна из кукурузы. Здесь кукурузу, ну, для скотины, может, я не знаю. Сами тоже питаются. Сушат вот. Вот так вот подвешивают ее. Интересно как. Тут прям целая тонна кукурузы висит. На нас все смотрят с подозрением. Они вот этот целлофан закручивают. И все, и капуста, кукуруза сухая продолжает висеть. Молоко и мясо. Они же козы. Коза забежала прям в комнату. Здесь вот два помещения таких. Одноэтажная. Семья из 4 человек. Старший сын помогает. На что живут? Все, что сами посадят, вырастят. Вон есть манговое дерево, которое даст плоды, немножко продадут. Кукуруза это, оказывается, и для скотины, и для себя. Они из нее делают муку грубого помола, лепешки едят. Ну и все, вот жизнь простая, скромная, наедине с природой. Вот есть какой-то аппарат, землекоп, который копает, ну, душ, туалет, все. Девочка пришла с 5 класса. Из школы. 5 класс. В общем, когда начинаешь заводить эту тему, вот уже, получается, 3-я или 4-я семья, резко начинают все с тобой прощаться, и меняется лицо даже у людей. Да, козлята. Козлятушки, ребятушки. Я не был дома, и я пошел по работам и по делам. Там произошло землетрясение. Там людям надо было помочь. Я там помогаю. Но дома со своим маленьким, да, ребенок будет там все от камня. 2015 год, когда произошло землетрясение, вот этот мужчина помогал внизу в других домах вытаскивать людей, а его дочка, которой было всего 17 дней, сама лежала под завалами. Вот эта вот девочка, она стесняется, прячется сейчас. Бог миловал, все живы, здоровы. Девочку спасло то, что она лежала, ну, в какой-то люльке, там, коляске, и она была накрыта марлей от насекомых сеткой, то есть ее не засыпало. Но когда ее вытащили, она была уже синяя, то есть на грани. Ну, слава богу, откачали. Люди здесь настрадались в этой деревне вдоволь. Здесь как раз вот было 2 этажа. Так, нам сюда сейчас, да?
В общем, мужик рассказал, что вот в соседних домах у всех тоже нет по почке. Ну, как-то на эту тему немного разглагольствует. Уже 4-5 человек, он знает, кто умерло, у кого по одной почке. Ему самому даже предлагали за 18,5 продать, ну, как здоровый, свежий организм. Он типа не согласился. Ну и им не очень приятно, что у них ассоциации с их деревней вот именно, что ходячая транспатология. Не нравится им, что про их деревню так говорят. Но факт остается фактом. Вот в этих домах у людей нет по одной почке. Прямо напротив этих домов стоит магазинчик такой, в который мы зашли. Называется Анджи Санута. Что здесь написано? Они. В общем, скорее всего, имя. This husband. Husband? It's me. Муж? А, это муж, а это она. Son name. Son name Ankit. Вообще, Анил муж, Sangita. Санута девушка, и Анкти или Аникт. В общем, сын. Сангита. Me. Ankit. Анкит сын. Ankita. А это их бизнес. Girls. Между прочим, мужчина, к которому мы подошли посмотреть кукурузу, он как раз-таки один из тех, кто бил репортеров, кто снимал на эти темы видео. Поэтому мы вообще круто прям зашли. Микрофон, наверное, не ловит эти звуки, но здесь все стрекочет. Вот ближе к вечеру все оживает, начинает шевелиться. Вернулись в ту же точку попить чай. Это как раз вот самый въезд. Уже все знают про нас, абсолютно все. Кто мы, что мы. В конце скитаний зашли в кафе перекусить, вот единственное наверху. И вот сейчас, пока коллега уходил по своим делам, в общем, сидят напротив 4 пацана. И минут 15 я вот просто за ними наблюдаю. Они молча сидят, едят, я слышу только хруст. То есть они слова даже не проронили между собой. Никаких эмоций, просто хруст, хруст, хруст. Они, наверное, много пьют магния или какие-то напитки. С наступлением темноты, ну еще не темнота, закат, в горах становится очень холодно. То есть дневное солнце очень сильно грело. Сейчас прям холодновато. Конечно. Направляемся в сторону отеля. Ура, ура, ура. Человек, который мне нужен, он дома. Поднимаемся к нему. Наконец-то мы добрались в этот дом. Договоренность какая была с женой. Мы сначала ждали жену минут 20. То есть жена здесь решающий фактор для съемки. В общем, она дала добро. Шуршащие дали добро, поэтому героя мы немножко развернули. Первый вопрос, как его зовут? तपाईँको नाम के हो? श्यामे. Его зовут Сями. Его зовут Сями. Сколько ему лет? तपाईँको कति वर्ष भयो? 58. 58. Сколько лет назад он продал свою почку? कति वर्ष अगाडि तपाईँले आफ्नो हैन किडनी बेच्नुभयो? Где-то 22 года назад. Для какой цели, ну, для чего он ее продавал и за какую сумму? То есть, почему он продавал? В чем нужда была? 100 тысяч नेपालские рупии он получил. किन बेच्नुभएको? Очень сильно бедный был, решать свои проблемы. То есть, ну, и за кадром мы тоже говорили, что деньги нужны были на свадьбу, чтобы жениться, поэтому вот первая причина. अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि बिहाको लागि भन्ने त्यो कुरा भन्नु न.
Никто не помогал, родители, братья, сестры, никто не помогал. Мне было очень трудно, и за этого я продал почки. Сколько он человек знает, вот кто вот в ближайших деревнях продали почки? तपाईँले कतिजना मान्छेहरू चिन्नुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो किडनी बेचेर खानुभयो होइन त्यस्तो कतिजना मान्छे चिन्नु भएको थियो कतिजना जाँदाखेरि कतिजनालाई भेट्नुभयो कतिजनालाई चिन्नुभयो когда продавать почки когда ездил я знал многих человек но оттуда вернул и никого я не знаю. Тогда вместе были, никакой контакт нету, ничего, не знаю. То есть он вышел на тех людей через друзей, чтобы заработать деньги? तपाईँले कसरी त्यस्तो मान्छेलाई भेट्नुभयो कसरी तपाईँले हैन चिनजान गरेर त्यो किडनी बेच्न जानुभयो कसरी उनीहरुसँग तपाईँ भेट भयो कसरी जानुभयो В каком городе ему или стране делали операцию? Индии, Мадрас так называемый город, оттуда еще дальше какой-то поликлиник, не знаем, говорит, там ему 11 часов днем наркоз давали, следующий день 3 часа я проснул, и вот они на их деньгами они показали там в госпитале, лечили меня, месяц-полтора я жил там и потом домой вернулся. То есть деньги он получил уже здесь, в Непале? पैसा कहाँ पाउनु भयो नि когда он приехал в Непал, здесь 2 девушки отдал деньги. Да, девушки непалки были или индуски? यो केटीहरु जसले पैसा दियो उनीहरु नेपाली थियो कि विदेशी थियो नेपाली अनि इज नेपाल. То есть я так понимаю, в этой системе очень много посредников. यहाँ चाहिँ त्यसो भए पैसा दिने लाने यहाँ थुप्रै मान्छेहरु छ यहाँ बीच-बीचको दलालहरु. Да, посредник есть очень много, но я хочу рассказать вам после этого операции, после этого продажа, вот до сегодняшний день у меня все наладился. Я думаю, я нормально живу, чем тогда, как я жил. У меня была очень большая проблема. Как он думает сейчас вот в горах высоко, где живут люди, где нету интернета, связи? Есть ли такие же люди, которые ходят, предлагают за почки деньги? अहिले पनि यस्तो हैन ठाउँहरु छ जहाँ चाहिँ अहिले पनि यसको हैन किन्ने बेच्ने भइराछ होला है त्यो कतै कतै गाउँतिर कतै कतै त्यो चाहिँ थाहा छैन या не знаю मलाई त्यसो थाहा छैन या не знаю говорит म आफ्नो दुःख गरेर यहाँ बसे यहाँ आएर बसे पनि 22 лет мы живем с женой, и оба работаем, все хорошо. Я не знаю про других, что происходит, как мы сейчас эти вещи забиваем. Я рад, что мы оба работаем, вот подрабатываем, нормально живем. Иногда меня на здоровье, может быть, я уже старый, 58 меня, может быть, у меня здоровье не так, наверное, слабый, поэтому иногда переживаю, что-то так не так, но целиком я считаю все нормально, все хорошо. Может ли он показать шов? तपाईले देखाइदिनु न एकचोटी हेर्न मिल्छ कहाँनिर भएको. Спасибо большое. धन्यवाद तपाईले देखाइदिनु भयो. Еще вопрос такой, если бы сейчас можно было изменить ситуацию, он бы это не делал бы, не продавал бы? अहिले तपाईले सोच्दाखेरि यदि त्यो बेलामा त्यस्तो नभएको मैले बेच्ने थिएन के दिमागमा त्यस्तो आउँछ बेकारमा गरेको जस्तो त्यस्तो फिलिङ्स Он говорит, что я не сожалею, что произошло в то время. Если мои родители, мои братья, сестры, если помогали бы, этого я не делал. Я, знаете, грузчиком работал, катал это рикша, очень сильно трудил.
сейчас я доволен, она была моя подруга, вот сейчас как моя жена, она иногда меня ругает, она иногда, но все равно я забиваю, я чувствую хорошо, чем тогда. Это прошлое, уже что было, вот так я скажу вам. Пожелай ему от меня, пожалуйста, здоровья. मेरो तर्फबाट तपाईँलाई होइन राम्रो होस्, स्वास्थ्य राम्रो होस्, तपाईँको कुरा सुनेर तपाईँलाई होइन म भगवानमा प्रार्थना गर्दछु सधैँ बलियो, सधैँ राम्रो, सधैँ ह्याप्पी हुनुहोस्।